Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладное я». И сегодня мы поговорим на тему зависти. Очень много комментариев собрали мои видео по поводу зависти, и было много вопросов по поводу того, а что же делать, если мне завидуют. Вот завидуют, достали, я уже не знаю, куда от этой зависти деваться, я поняла, вычислила всех завистников в своем окружении, я понимаю, что это неприятно, но я в полной растерянности, а что с этим делать? Сегодня я приготовила в этом видео целых 7 решений, одно из которых вы можете выбрать для себя, и оно поможет вам, во всяком случае, уменьшить количество зависти в своей жизни, а также, благодаря этим решениям, вы сможете улучшить свою собственную жизнь, потому что, когда нам много завидуют, в этом есть и наша вот такая вот небольшая доля своего вклада, и мы эту долю превратим из отрицательной в положительную. Меня зовут Алла Касаткина, я психолог, помогаю женщинам быть счастливыми и любимыми. Уже больше 15 лет мой проект «Ладное я» работает на ваше счастье. Ссылка на мой сайт вот здесь. Переходите по ней, там очень много полезных материалов для вас, статьи, видео, которых вы не видели. Там все ждет вас, чтобы вы могли поработать над собственным счастьем. Здесь в описании этого видео есть ссылка на мой бесплатный курс «Секреты счастливых женщин». Переходите, подписывайтесь, получайте и применяйте в собственной жизни. Если кнопочка подписки на канал и колокольчик вам видны, жмем сначала на красную кнопочку, если серая, не трогайте ее, а потом на колокольчик, и тогда уведомления о всех новых видео будут приходить к вам на почту. Итак, мне завидуют. Это плохо. Но на самом деле это говорит, с одной стороны, о том, что вы привлекаете к себе своими успехами внимание других людей, а с другой стороны это говорит о том, что позаботиться о своем успехе вы еще на сегодняшний день не совсем умеете. И это, с одной стороны, про хорошее, а с другой стороны, про не совсем хорошее. И вот сейчас, в зависимости от того, какие эмоции вы испытываете, когда узнаете, что вам завидуют, кто-то злится или огорчается. Для вас у меня будет много решений. Кто-то радуется, что ему завидуют. У меня для вас тоже будет решение, и оно вам тоже понравится. Оно для вас будет неожиданным, предупреждаю сразу. Итак, сначала для тех, кто огорчается. Первое, самое очевидное решение, которое можно принять в этой ситуации, когда вы узнаете о том, что вам завидуют, ограничить информацию, которую вы сообщаете людям о себе. Просто-напросто ограничить информацию, которую вы сообщаете о себе. Кто-то мне сейчас скажет, а если мне распирает, мне хочется вот чтобы это самое там тра-та-та. Да, распирает, хочется. Но вы подумайте, вы точно знаете, как человек среагирует на ваши слова. Преподнесите ему ту информацию, которую вы хотите ему преподнести, но в более урезанном варианте, и тогда меньше поток негатива прольется на вашу голову. Для вас хорошо, и человеку не так уже будет много поводов лить на вас свою желчь. Это первое решение. Второе решение. Очень часто, когда мы хотим сообщить кому-то о своих успехах, о том, как у нас происходит, что происходит в жизни, поделиться с кем-то своей радостью или просто поделиться тем, что у нас есть. Но мы знаем, что эти люди реагируют не так хорошо. 5 признаков зависти я положу здесь в верхнем комментарии закрепленном. Если вы еще не знаете, вы сможете посмотреть. Так вот, ограничьте контакты с этими людьми. Общайтесь с кеми, кто реагирует либо на ваши новости спокойно, либо умеет за вас порадоваться. И это тоже уменьшит количество зависти в вашей жизни, а заодно уменьшит количество отрицательных эмоций, которые вы испытываете. Вот такое простое решение. А мы переходим к следующему. А вот третье решение, которое я вам предлагаю, оно немножко неожиданное. Вы знаете, что человек вам завидует, но вы не можете по каким-то причинам сократить с ним общение. Это может быть коллега по работе, с которым вы вынуждены общаться. Это могут быть ваши родственники, это могут быть ваши подруги, которые не справляются с эмоциями, и вы не хотите с ними продолжать общение. Что делать? Если вы видите, что человек вам завидует, начните его хвалить. Не за все подряд. За какую-нибудь фигню, которая у него хорошо получается,
Но он не замечает, что он делает это хорошо. Он делает это на автомате. Он для себя не признает никакой ценности. Похвалите его. Вам это будет несложно, потому что у вас в жизни и так есть чего хорошего. Вы сыты положительными эмоциями и своими успехами. Дайте человеку немножко порадоваться, угостите его положительными эмоциями. И тогда он меньше будет лить зависти в вашу сторону. Вот такое вот неожиданное решение. Четвертое решение. Оно может быть тоже как для ваших завистников неожиданных, так и для вас. В чем оно заключается? Если вы увидели, что вы о чем-то рассказываете, человек начал вам завидовать, да, признаки в верхнем закрепленном комментарии, начните человеку жаловаться на ту проблемку, неудобство, которое есть в объекте его зависти. Люди очень часто завидуют чему-то, не зная всей правды, всего объема, меры ответственности, сложности управления тому, чему они завидуют. Например, кто-то завидует вашим деньгам, но он не знает, как управляться с этими деньгами, он не знает, как сохранить эти деньги, он не знает, как защитить эти деньги, он не знает о них очень много всего. Либо кто-то завидует вашим отношениям, но он видит только фасад, он не знает, что там происходит между вами, и на какие компромиссы вы идете, где вы в чем-то наступаете себе на горло или еще что-то. Поделитесь с человеком одной-двумя сложностями, которые вы испытываете с объектом зависти. Человек переключит свое внимание, начнет варить это в голове, и поток зависти не польется в вашу жизнь. Вы будете надежно защищены. Вот такое вот интересное решение. Ну а теперь такой хороший вопросик для вас. Пятый момент, который нужно учитывать. Когда мы общаемся с людьми, которые нам завидуют, очень часто кто-то говорит: а я не могу, как мне перестать со всеми общаться, там тра-та-та-та-та-та-та. Замечательно, у вас есть свои возражения. Развернитесь этими возражениями к самому себе или к самой себе. И спросите себя: а почему мне так важно принести свои успехи, принести свои радости, принести свои победы именно этому человеку, который будет мне завидовать? И очень часто там будет та эмоция, которую в вашей жизни вы себе либо запрещаете, либо очень жестко поджимаете. Ну или кто-то поставил вам запрет на эту эмоцию. Признайте. Даже если вы просто признаете себе, какая эмоция там спрятана, вы посмотрите, насколько вам легче станет и насколько больше вы увидите возможностей с кем пообщаться с другими людьми, чтобы испытывать подобные эмоции. Там эмоции не всегда плохие. И у нас не бывает плохих эмоций, у нас бывают наши отношения. Поэтому подумайте об этом. И в комментариях вот здесь самое время написать: а что же я про себя узнала, если вдруг меня так пугает зависть и вот это вот именно нюанс, что я вынуждена общаться с этими людьми. Это было все для тех, кто испытывает огорчение по поводу зависти. А сейчас мы поговорим о том, какая стратегия у тех, кто испытывает такие классные ощущения. Меня прет, меня завидуют, завидуйте, а меня прет. Вот немножко так перчика подсыпем и вам, для того, чтобы вы себя чувствовали комфортнее и увереннее, чтобы вас не заносило на поворотах в своей гордости о том, что вам есть чему завидовать. Когда мы радуемся тому, что нам завидуют, здесь очень важно понять, признать, что у нас не удовлетворена потребность в признании. Вот такая печальная новость у меня для вас. И поэтому удовлетворять свою потребность в признании вы отправляетесь вот таким немножко неестественным для нормальных людей способом. Вы просто вываливаете чаще всего перед теми, кто не в состоянии вас догнать, кто не в состоянии за вас порадоваться, кого это очень сильно заденет, и только так вы чувствуете свою крутость. Подумайте. А может, вы как-то по-другому можете удовлетворить потребность в признании? А может быть, где-то в другом месте вас признают, но поскольку вы не признаете свою потребность в этом, вы не можете признать те почести, которые вам готовы отдавать в другом месте. Просто задумайтесь и сейчас проанализируйте все те моменты. А может быть, они есть, и наверняка вы их увидите. И поверьте мне, в вашей жизни зависти сразу же станет меньше. Почему? Да потому что вы поймете, где я могу получать это же, но без зависти. И это намного приятнее и вкуснее.
Это было 6-е решение. 7-е решение для вас же, если вы радуетесь тому, что вам завидуют. Это говорит еще об одной не очень приятной мелочи. Вы сами радоваться своим успехам не очень умеете. Вы понимаете о том, что понимаете, что можно порадоваться, понимаете, что можно признать свой успех только тогда, когда это вызывает у кого-то именно зависть, когда хочет у вас кто-то мысленно это отнять. Но если вы будете себя хвалить за свои успехи, если вы будете им радоваться, отнимать у вас будет нечего, потому что вы себе уже все присвоили. Вот такая вот интересная тактика. Поэтому, мои дорогие, 7 стратегий, что делать, если вам завидуют, я вам предложила. Выбор за вами, любая к вашим услугам. Любая из них, даже если вы примените хотя бы одну из этих стратегий, будет работать на вас и качественно улучшать вашу жизнь. Применяйте. Пишите мне здесь в комментариях, что вы на вот эти 2 важных вопроса, которые я вам предложила для себя ответить. Где вас недооценивают или чего вы себе не додаете, что вы, в чем вы себя не признаете, напишите вот здесь в комментариях, а заодно поделитесь со мной, какую стратегию вы можете применить как можно быстрее, чтобы получить результат и порадоваться, что зависти в вашей жизни стало меньше. А если кто-то со мной в упор не согласен, спорьте. Я с удовольствием выслушаю все ваши аргументы, и если они будут вескими, я на них отвечу. Ну а мы с вами встретимся в следующих видео и будем говорить снова о ваших успехах, о счастье, о радости в вашей жизни. С вами была Алла Касаткина, проект «Ладная я». До встречи в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки.